Родители 15-летней Ани, Федор и Татьяна, готовились к свадьбе, которая на многое повлияет в их жизни и жизни их дочери. Они приняли решение, которое жестоко разрушит ее будущее – выдать Аню замуж за богатого шейха Омара. Эта сделка не только обеспечивала материальные условия для них, но и выводила их на новый уровень в обществе, который предвещал достаток и власть. Аня, жившая под гнетом неправильных представлений о счастье, без усталости умоляла свою мать не делать этого. Из глубины души ей было страшно остаться в руках незнакомца. Татьяна, как будто не слышала ее мольбы, с холодной расчетливостью поправляла детали свадебного платья, будто это просто красивый атрибут, а не символ ее пленения. Каждый раз, когда она подкалывала щипцы для завершения образа, Аня все больше погружалась в пучину отчаяния. Мать была жестокой, и эта жестокость отзывалась в сердце девочки. Аня пыталась проявить все свои чувства, но ее голос тонул в безразличии, которое окружали ее родные. Когда Татьяна с притворной нежностью водрузила диадему на голову Ани, та чуть не разрыдалась. «Мама, я не хочу!» — повторяла она, как безумная, умоляя о понимании. Неизменные слова все равно не находили отклик. Мать смотрела на нее с блеском в глазах, как будто это был ее самый успешный жизненный проект, когда на деле она просто использовала дочь как инструмент для достижения своих амбиций. Татьяна приложила палец к губам дочери, чтобы та замолчала, как будто это можно было придавать жизни. Разгоняя бурю внутри, Аня обвинила мать в эгоизме, что ее собственные амбиции важнее судьбы дочери. «Ты же всегда говорила, что хочешь, чтобы я была счастлива». Мать с неожиданной жесткостью ответила, что они всегда делали все ради ее благополучия и не заботятся о ее чувствах. В этот момент в комнату вошел отец, притворяясь радостным, но на самом деле лишь усиливая атмосферу лицемерия. Его лицо было улыбкой, но глаза хранили печаль, зная, какую жестокость они применили к их дочери. Аня, хоть и была одета как настоящая принцесса в белом платье, с невообразимо красивой диадемой и тонкими золотыми браслетами, чувствовала себя глубоко несчастной. Она взглянула на свое отражение и думала, как общество может превратить людей в куклы, призванные играть роли. Отец, подойдя к ней, приказал поднять голову, заставляя ее скрыть слезы, словно это было каким-то важным показателем силы. Уходя, он выглядел гордым, хотя на самом деле терзался чувством вины. На пути к алтарю Исмаил, правая рука шейха, подошел к Ане, державшейся за туфли так, как будто они могли спасти ее от всей этой безумной ситуации. Он спросил, готова ли она стать женою Омара. Родители шли впереди, полные радости, как будто это был для них триумф. Аня чувствовала себя как в нелепом кошмаре, окруженная стражниками и веселыми гостями, ни одной из которых не осознавала ее страданий. В этот момент ей хотелось закричать, чтобы ее услышали, но ни у кого не было времени на ее переживания. Когда Аня наконец увидела шейха Омара у алтаря, ее сердце закололо от страха и тоски. Он был окружен знатными людьми, должностями и роскошью. С ощущением обреченности она посмотрела на своих родителей в последний раз, и в глазах их было что-то невыносимо предательское. Этот взгляд навсегда сожжет в ее памяти. Эти мгновения превратились в мглу, а у нее осталась лишь мысль о том, что все пошло не так, как должно быть. В своих покоях шейх Омар сидел, сжимая в руках фотографию своей погибшей дочери, с которой не виделся долго. Исмаил вошел и заметил блеск в глазах Омара, который, несмотря на всю свою строгость, теперь, казалось, был полон надежды. В тот миг, когда он делился своей трагедией, в нем промелькнула надежда на спасение, на восстановление утраченного, которое могло бы вернуть его к жизни.
Шейх, собравшись с мыслями, объявил Исмаилу о своем намерении снова жениться, что повергло слугу в состояние удивления. Он помнил, как долго Омар оставался вдовцом после трагической потери и никак не мог представить, что шейх будет готов начать новую жизнь. Исмаил, понимая свою обязанность, согласился помочь в поиске невесты, несмотря на внутренние моральные сомнения. Омар, смотря на Исмаила, незнакомо попросил выбрать невесту, которой будет 15 лет. Исмаил попробовал возразить, усомнившись в обоснованности такого предпочтения. Однако Омар оказался непреклонным, напомнив, что это его жизнь и его выбор. Исмаил понял, что его попытки переубедить шейха бесполезны, и начал подготавливать список подходящих кандидатов. Шейх приказывает Исмаилу организовать большой банкет, пригласив родителей и дочерей, подходящих под его требования. Исмаил, хотя и с недоверием, согласился, но его совесть оставалась взбудораженной, пока он не задумывался над масштабами предстоящего события. Омар достал старую фотографию и вспомнил о своих прошлых ошибках, о любви, которая вскоре стала невозможной. Тем временем в России мужчина в маске по имени Федор мог только надеяться на лучшее. Он быстро убегал от толпы, шедшей за ним, держа в руках украденную рыбу. Изворотливый и ловкий, он умело уклонялся от преследователей. Как будто эта игра давала ему хоть малую надежду на успех. Когда он, наконец, смог вернуться домой, снял маску и с удовлетворением подумал о предстоящем ужине. Вернувшись домой, Федор с восторгом показал жене Татьяне свою улов. Но вместо радости она упрекнула его за воровство, заявив, что ему следует найти другой способ заработка. Татьяна устала от этой нестабильной жизни и мечтала изменить свою судьбу. Федор, чувствуя ее недовольство, пообещал, что постарается придумать что-то хорошее, но внутри понимал, что найти выход будет непросто. Татьяна, находясь на краю пропасти, устала от жизни с мошенником Федором. Она напомнила ему о его обещаниях роскошной жизни, которые до сих пор так и не были выполнены. Федор, осознавая свою неполноценность, вздохнул, зная, что всегда оставался мошенником, но Татьяна все еще надеялась, что он изменится ради их благополучия. Федор предложил Татьяне, чтобы они нашли богатого старика, который бы мог обеспечить семью, но Татьяна с недоверием смотрела на эту идею. «Как мы можем рассчитывать на это?» – задавалась она вопросом. Федор, однако, с уверенностью заявил, что их дочь Аня сможет стать надеждой, которая обеспечит их будущее, выйдя замуж за богатого мужчину. Аня, оставаясь в неведении о мошеннической жизни своих родителей, продолжала вести свою жизнь, воображая, что все будет хорошо. Тем не менее, Федор и Татьяна обсуждали, как их дочь должна отплатить им за воспитание, чтобы вернуть долг и улучшить их жизнь. Они планировали сделать все возможное для достижения своей цели, не понимая, что на кону стоит жизнь их дочери. Однажды Федор, читая статью о поиске невесты для шейха из Саудовской Аравии, пришел к неожиданной идее. Он скептически предложил, чтобы Аня стала невестой шейха, ведь дочери всего 15 лет, и это бы решило все их финансовые проблемы. Сначала Татьяна не понимала, но удивительно быстро приняла эту мысль, увидев в ней возможность осуществления своих мечтаний. Федор взял на себя роль организатора этой небывалой операции, предложив продать их дом, чтобы купить билеты на поездку в Саудовскую Аравию. Он полагал, что Аня, поразив шейха, сможет стать его избранницей и вскоре сделает родителей обеспеченными людьми. Татьяна сомневалась в этом плане, но решила довериться своему мужу, наивно полагая, что это ее шанс на новую жизнь. Пара мошенников активно начала воплощать свой план. Они спешно продали свой дом и начали оформлять все необходимые документы для поездки. Федор объяснил Ане, что стал счастливым обладателем лотерейного билета, и теперь они берут курс на Саудовскую Аравию, чтобы изменить жизнь к лучшему.
История о богатстве и славе сияла в глазах Ани, и она бездумно мечтала о своем будущем. С восторгом Аня узнала, что ее мечта сбывается. После долгого и утомительного путешествия она оказалась в настоящем сказочном замке, из которых ни одно сердце не могло бы устоять. Замок был первозданно украшен золотом, мозаиками и роскошными гобеленами, переливавшимися в солнечных лучах. Вокруг него раскинулся сад с высокими пальмами, яркими цветами и завораживающими фонтанами, что вызывало у нее невиданное восторг и восхищение. В саду организовали банкеты с арабскими и международными блюдами, которые изобиловали столы. Аня, полная восторга и смятения, была одета в элегантное арабское платье и чувствовала себя настоящей принцессой. Находясь в окружении красоты, она с любопытством спрашивала у своих родителей, как они получили приглашение на столь роскошное событие, но те уклонялись от ответов, а радостное веселье затмевало все. Она наслаждалась новыми блюдами, свежими и ароматными, чувствуя, что находит собственный мир среди окружающей роскоши. Однако ее внимание привлекли незнакомки, девочки за столами, которые, в отличие от нее, выглядели грустными и тревожными. Непонимание сгущалось, как темные облака, когда Аня начала осознать, что это может не быть настолько весело, как казалось изначально. На сцене появился шейх Омар, чья фигура была точкой фокуса всего банкета, и он величественно объявил, что выбирает себе невесту. Аня с трепетом и неуверенностью вдруг поняла, что девочек привезли для выбора невесты для Омара. Она вопросительно окинула взглядом родителей и, услышав их утвердительные ответы, ее мир снова перевернулся с ног на голову. Шейх принялся осматривать ноги девочек, отвергая одну за другой, как истинный король, оценивая товар. Родители, в попытке создать искусственный образ, расхваливали достоинства своих дочерей, но шейх лишь насмехался над ними, оставляя отцов и матерей в шоке. Все это время Аня наблюдала за этой местью с нарастающей тревогой, пытаясь понять, что же будет дальше. Когда шейх подошел к столу, ее родители, гордясь своей дочкой, представили Аню как идеальную невесту. Аня была в шоке, не осознавая, что ее родные готовы были принести ее в жертву курсу их сумасшедших мечтаний. Шейх потребовал показать ноги Ани, и в этот момент вокруг все замерло, а лишь нарастающее беспокойство ее охватило. Татьяна быстро сняла туфли с дочери, но Аня начала сопротивляться. Тревога и отвращение переполняли ее, когда Омар осматривал ее ноги. Он, казалось, долго думал, а потом объявил ее своей невестой, тем самым ставя жизнь Ани на грань безумия. Родители были в шоке, но быстро обрадовались, понимая, что их дочь станет королевой. Аня в отчаянии отказывалась выходить замуж, но Татьяна, находясь в панике, закрыла ей рот, притворяясь, что все под контролем. Другие родители были возмущены и негодовали, но Омар жестко настаивал на тишине. Семье Ани предоставили лучшую комнату в замке, а остальные с горьким разочарованием покинули это место, не понимая, что произошло. Оставшись одна, Аня начала искать выход, но все пути были заблокированы. Все планы родителей строились на ее несчастьях, и они не замечали, как страдает их дочь. Аня могла лишь плакать в тишине своего нового дома, полная страха и безысходности, в то время как ее родители продолжали строить планы на будущее. В какой-то момент Аня пришла к идее о побеге. Ночью, рискуя всем, она решила связать одеяло, чтобы спуститься с балкона. С трудом каждый сантиметр пути был наполнен страхом. Она искала выход, как будто от этого зависела ее жизнь. Но ее попытка не осталась незамеченной. Исмаил, верный слуга Омара, заметил ее движение. Исмаил поймал Аню
и вернул ее обратно в замок. Родители, раскрыв ее намерения, злились на нее, не понимая, что она просто борется за свою свободу и жизнь. Аня, выглядевшая изможденной и подавленной, поняла, что теперь ее жизнь полностью контролируется родителями. Когда настал день свадьбы, Аня была одета как принцесса, но чувствовала себя потерянной и несчастной. Родители снова настаивали на том, чтобы она согласилась на брак, как будто это единственный выход. Не в силах сдерживать слезы, Аня подошла к Омару и заявила ему о своих истинных чувствах. Шейх, слыша ее слезы, объявил, что свадьбы не будет, если Аня этого не хочет. Родители Ани в недоумении поняли, что Омар настаивал на своем решении. Они пытались убедить Омара, что свадьба все равно должна состояться, но его решимость была непреклонной. Омар начал воспринимать Аню иначе, видя в ней не просто невесту, а сложную судьбу, которая нуждалась в спасении. Аня, которую поразило поведение Омара, начала видеть в нем доброго человека, который хочет искупать свои прежние ошибки. Он признался, что не собирался жениться на дочери Федора, а хотел воссоединиться с внучкой, которую потерял долгие годы назад. Шок охватил Федора и Татьяну, когда они поняли, что их дочь может стать жертвой хитрой схемы, которую придумал Омар. Омар рассказал о своей дочери, которая влюбилась в простолюдина, и о том, как ее выгнали из дома, когда она забеременела. Он объяснил, как его жена умерла от горя, и как он не раз искал свою дочь, пытаясь справиться с утратой. Эта история, полная горечи, повлияла на Аню, давая ей осознать, что мир сложнее, чем казалось. Когда шейх узнал, что его дочь и ее возлюбленный погибли в автокатастрофе, он вскоре понял, что его внучка, которую он так долго искал, все-таки жива. В это трудно было поверить Федору и Татьяне, ибо их роли среди людей оказались обманом и лицемерием. Омар показал родинку на ноге, которая совпадала с родинкой Ани. Федор и Татьяна пытались отрицать это, но вскоре Омар представил тест ДНК, подтверждающий их родство. Он объяснил, что все было спланировано для воссоединения с внучкой, но Федор и Татьяна оставались в состоянии смущения и предательства. Федор и Татьяна пытались вымогать у Омара богатство взамен на отказ от Ани, но вместо этого шейх предложил им золотые слитки и прогнал их из своего дома. Спустя несколько месяцев Федор и Татьяна потеряли все свое богатство и возвратились в нищету, от которой все началось. Омар, пройдя через все эти испытания, искренне попросил Аню позволить ему воспитывать ее. Он обещал исправить свои ошибки и стать настоящим дедом для нее. Аня, увидев в нем доброго человека, согласилась стать принцессой и жить с ним в замке. Омар и Аня стали жить счастливо. Она училась и помогала управлять семейным бизнесом, наслаждаясь свободой, любовью и поддержкой в своей жизни. История о борьбе за свободу, искупление и воссоединение стала полноценным уроком как для Ани, так и для окружающих. Пусть каждый из нас помнит о ценности семьи и о том, что истинная любовь и поддержка всегда найдет дорогу, как бы сложно это ни касалось.